Вы на канале «Это вкусно». Сегодня я буду готовить мини-курники. Это татарские пирожки, начинка в них закладывается в сыром виде, и пирожки получаются очень сочные и вкусные. Тесто на курники бывает двух видов – дрожжевое и бездрожжевое. Я сегодня готовлю на дрожжевом тесте. И мне понадобится 500 граммов муки, 250 мл воды, 10 граммов сухих дрожжей, 10 граммов сахара, 90 граммов сливочного масла, 7 грамм соли и 1 яйцо. Подготовлю опару. Наливаю в миску полстакана теплой воды, всыпаю сахар, добавляю дрожжи и ложку муки из общего количества. Размешиваю и отставляю в сторонку, пусть дрожжи начнут свою работу. Также я растопила в микроволновке сливочное масло и дам ему остыть до комнатной температуры. Дрожжи прекрасно справились, а пара поднялась шапочкой, можно замешивать тесто. В муку добавляю соль и перемешиваю. Вливаю оставшуюся воду, добавляю опару, яйцо и сливочное масло. Перемешиваю тесто сначала при помощи лопатки, а затем перекладываю его на стол, припыленный мукой, и замешиваю руками. Тесто получается очень мягким, эластичным, к рукам оно не липнет. Перекладываю его в миску, накрываю пленкой и дам ему подойти. У меня на канале есть рецепт очень вкусного дрожжевого пирога с начинкой из мяса и капусты. Это любимый пирог моей семьи. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. Пока подходит тесто, приготовлю начинку. Для нее я взяла 350 граммов курицы, 300 граммов лука, 250 граммов картофеля, соль, перец и сливочное масло или бульон. У меня сегодня мякоть с куриных бедрышек. Филе лучше не использовать для начинки, так как оно суховатое. Нарезаю мясо маленькими кубиками. Нарезанную курицу перекладываю в миску. Нарезаю мелкими кубиками лук. И отправляю к курице. Теперь очередь картошки. Она сырая, и ее нужно тоже нарезать маленькими кубиками. К начинке добавляю соль и свежемолотый черный перец. Хорошенько все перемешаю, чтобы равномерно все соединилось. Начинка готова. Прошло около 1,5 часа. Тесто прекрасно подошло, оно воздушное, легкое. Выкладываю его на присыпанный мукой стол. Сформирую шар, чтобы легче было разделить его на равные части. Делить тесто я буду на 12 частей. Можно сделать это на глаз, а можно воспользоваться весами. Так все пирожки получаются одинаковые.
Собираю тесто в шарики, подкатываю. Накрываю пленкой и дам им отдохнуть минут 15-20. Начинаю формировать пирожки. Раскатываю круглую лепешку диаметром 15 см. Могу назвать точную цифру, потому что коврик у меня с разметкой, и это бывает очень удобно. Выкладываю на середину столовую ложку с большой горкой начинки. Для удобства можно сразу всю начинку разделить на 12 частей по количеству пирожков. И начинаю собирать и защипывать тесто в одной точке так, чтобы посередине осталось отверстие, куда в процессе выпечки нужно будет добавить либо бульон, либо, как в моем случае, растопленное сливочное масло. Таким образом формирую все пирожки. К желтку добавляю 1 ложку сливок, перемешиваю и смазываю этой смесью готовые корники. Ставлю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку в режиме верхний и нижний нагрев с конвекцией на 50-60 минут. Конвекцию я включаю, потому что у меня 2 противня пирожков. Если у вас один, то конвекцию не включайте и повышайте температуру духовки на 10 градусов. Через 40 минут я выдвигаю противень, можно даже его достать из духовки, и в середину каждого пирожка вливаю по столовой ложке растопленного сливочного масла. А если у вас есть бульон, то это идеальный вариант. Добавляйте бульон. Закрываю духовку и даю пирожкам еще минут 10 дойти до готовности. Достаю корники из духовки, перекладываю их на решетку и дам 5 минут остыть. Они получаются очень сочные внутри, благодаря бульону, который добавляется вовнутрь. Вкуснее всего они, конечно же, горячие. Но даже если они остынут, вы можете их разогреть в духовке или в микроволновке, добавив капельку горячего бульона в середину. Мои любимые рецепты несладкой выпечки смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно.